Всем привет! Новое видео на канале Профессия Созидатели. И мы на новом объекте. Здесь вот стоит газосиликатный блок. И нам нужно будет построить вот здесь гараж. Пристроить к дому. Вот здесь фундамент залит. Гараж такой будет в длину, длинный, но не широкий. И надо будет вот здесь стеночка и вот здесь буквой Г. И впереди ворота. Фундамент залит неровно, поэтому нужно будет еще выравнивать 0 вот этим вот кирпичом рядовым. Поэтому сейчас переодеваемся, там ребята еще переодеваются, и приступаем к работе. Будем 0 проверять вот таким гидроуровнем. Уже раскинули его. Здесь песочек. Будем мешать раствор в этом месте. И блоки будем класть на раствор. Сливаем воду в шланг. Так работает гидроуровень. И нужно спустить все пузырьки воды. Поднимай шланг. Это, короче, надо еще кирпичиков добавлять, походу. Не знаю, она уползает все вниз и вниз и вниз. Еще палочку принеси. Бать мой хуй. Тут, блядь, так, а тут так. Мне подниматься ничего. Все, еще швы не забывай. Да. Ну, рулетки пометьте, да. Были такие перепадики. Как это все собралось? 5. Полтинник без 49. 49. Тут еще поднять все равно. Вот так. Блин, ну похоже все равно. Так вроде уровень. Все? Теперь надо. Вот туда идти. Прижимай. И получаются вот такие перепады. Здесь такая высота. Там 4 кирпича, там 1 и там 2. И сейчас промеряем длины и диагонали. Там на елках шишки, там медведи. Там вообще природа от Христа. Выносим направление от дома, заднюю стенку. Взяли вот тут от дома направление и по шнуру выносим сюда. И берем длины. Промеряем длины и диагонали. Ну да, тут 1 миллиметр где-то не касается. Что теперь? Теперь длины надо, да? Проверить. Тоже 6,50. Да, 20,37 сейчас. Подряд или что-то будет? Обороты ничего не делаем. Они снова вдвоем? И направление. А, ну тут. Примерно по направлению. Там я чуть зазор сделал, потому что весь блок. Сантиметры, короче, да? По краю, вот. Получается, ну вот получается, размер точный, вот он. Получается. Правильно? Да. Да. Ну да.
И домик расположен за городом. Вот сзади меня вот этот дом, в котором мы будем пристраивать гараж. Можно сказать, такая деревня. До города всего пару километров. Бригадир пилит арматурку, чтобы связываться со стеной дома. И сразу же на первый ряд постелили гидроизоляцию, обычный рубероид, чтобы отсечь влагу от красного кирпича. И растаскали кирпичик, и сначала проходим 0. Будет вот такой у нас супер 0, где вон тот угол самый низкий, там будет 6 рядов. А вот этот угол самый высокий, здесь 1 ряд кирпича, а там 2. Так, и завели по 1 ряду, и нужно дать направление кладки. Вот здесь есть разворот небольшой, надо его подбить в этот кирпич. Сейчас я подобью. Все, направление есть. Прогнали одну стеночку, вот заднюю. Там 2 ряда, а здесь ряд. И в середине вышла вот так кладка на ребро. И с той стороны сейчас Егор заведет угол, зацепим шнурку и будем уже класть вот эту стеночку. И сначала зачалили шнур под низ ряда, вот здесь, вот под самым низом кирпича.
а там на предыдущий ряд. И выровняли под этот ряд. И теперь зачаливаем на ряд с этого угла на последний ряд. И вот здесь поднимаем шнурочку и уже проходим ряд у нас целиковый. Вот такой получился цоколь. Выровняли кирпичом фундамент. Такой вот перепад. Вот так, ребята, залит фундамент. Теперь горизонт ровный. Где-то пришлось подкольчик применить, где-то ребро. Это такое получилось, такая конструкция. Сашка делает раскладку на блоке. Уровень 60 сантиметров и блок 60. Чтобы в срединке не было половинки. Но все равно там придется что-то запиливать. Натаскали блоки, пришлось немножечко потаскать. И у нас ширина стены сделали по фундаменту 25 сантиметров, а блоки будут идти ширина стены на 30. Поэтому вот решили сделать на 25 и напустится блок по 2,5 сантиметра с каждой стороны. А вот если делать, например, стену в 1,5 кирпича, красный кирпич, то 8 сантиметров торчало бы. Так что решили сделать 25. И подготовили блоки и начинаем сейчас класть. Кладка будет на раствор, все блоки. Так как это гараж, неотапливаемое помещение, поэтому промерзания не страшны. Заказчик решил класть все на раствор.
Вот такая металлическая сетка для армирования. Сейчас у нас обед, 12 часов. И уже вот так прогнали несколько рядов. Вот тут газосиликатный блок напущен по 2,5 сантиметра. Здесь он идет как стена дома, по направлению взяли от дома. И по 2,5 сантиметра напущено и изнутри также. И дальше кладем под леса. И потом ставим леса и до конца выгоняем. Но высота будет большая. 2,80 будет высота гаража. То есть 14 рядов газосиликатных блоков. Ну и толщина шва где-то 10-12 миллиметров. Получается такая толщина на раствор. Тоньше невозможно класть, потому что раствор сразу же блок впитывает воду, и уже тяжеловато пристукивать. И вот здесь рядом речка. Дошел, вот спустился к речке показать вам. И раньше в этом месте был пляж. Был песок, люди сюда ездили, загорали, купались, отдыхали. И сейчас все заросло. Такая трава. И вот такая тут речка у нас, ребята, такая природа. А мы пойдем дальше. Осталось чуть-чуть достраивать гараж. И пока настроили леса на две стеночки, переднюю и заднюю, вот эти, и гоним. А потом уже останутся поддоны и сделаем леса из поддонов на вот эту стеночку. Она одна останется, и доложим ряды. Уже начали делать фронтончики. Вот. Фронтоны будут небольшие. И с этой стороны вот уже ребята делают такие запильчики. И с этой стороны это уже вот такая высота фронтонов. И на фронтонах блоки будут на ребро. То есть уже ширина будет на 20. И каждые два ряда выпускаем сеточку. Заказчик взял вот таких два рулона, поэтому здесь можно выпускать хоть каждый ряд эту сетку. На такой небольшой гараж ее очень много.
Построили мы гараж, успели одним днем, и потом сделали вот такие леса. Вот эта стенка у нас оставалась из поддонов, из этих же газосиликатных блоков. Скопились поддончики, сколотили такие козлики, перестелили сверху досками и доложили. А вот эти боковые стеночки мы ложили с блоков, делали тумбочки. И получился такой вот гаражик. Всего на этот гараж ушло 10 кубов газосиликатных блоков и где-то около 305 кирпичей, вот таких рядовых красных, выравнивали 0. И в этом месте к дому привязывались, засверливали арматуру через каждые 2 ряда, где-то минимум 2 ряда. Так-то как бы фундаменты разные, засверливаться нежелательно, но вот этот столбик, если не засверливаться, держаться не будет ни за что. Бригадир нам с рыбалочки привез рыбки. Вот такой пакетик. Сейчас мы с Сашкой их раздербаним на двоих. Такие карасики донские с реки Дон. Что делать? Так, рулем вперед, там Этька перехватит. Тихо. Я боюсь, что она упадет. И кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!